С вами я, Ксения Сигаева, и сегодня у нас в гостях официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стана. Питер, it's so great to see you. Thank you. Питер, рада вас видеть. Спасибо, что нашли время. Позвольте начать с боевых действий на Украине. Как вы оцениваете текущую ситуацию на поле боя? Здравствуйте и спасибо за ваш интерес и за эти вопросы. Я отвечаю на английском языке теперь. К сожалению, война продолжается, и Евросоюз продолжает призывать Россию закончить ее, эту незаконную, неоправданную, ничем не спровоцированную войну. Она приносит только огромные человеческие страдания, как для украинцев, так и для россиян, потому что из-за войны международное сообщество ввело санкции, которые влияют на российское население. Мобилизация влияет на российское население. И, конечно, подрывается международный имидж России, серьезно страдает доверие к России на международном уровне. Но как можно остановить происходящее в нынешних условиях? Очень просто. Это можно остановить прямо сейчас одним приказом господина Путина. Это его война, которую он начал. Он единственный, кто может закончить ее сейчас. Все, что мы можем сделать на данном этапе, если только он действительно не захочет остановить это бессмысленное кровопролитие, которое приносит людям на Украине и в России исключительно невзгоды, единственное, что мы можем сделать, это поддержать Украину в ее оборонительных действиях. Но ведь есть вариант продолжительных боевых действий. Допустим, они продлятся еще 5 лет. Вы будете поддерживать Украину еще 5 лет? Мы не работаем над таким сценарием. Мы все работаем, здесь я имею в виду не только 27 стран Евросоюза, но международное сообщество, огромное количество стран. Просто посмотрите на голосование в ООН, сколько стран осудили эту агрессию. Итак, большая часть международного сообщества хочет, чтобы эта война закончилась. Поэтому мы все работаем со сценарием как можно более скорого завершения. Это наша цель. Мы, с одной стороны, поддерживаем Украину, и с другой оказываем давление на Кремль, чтобы остановить это. 5 лет? Мы поддержим Украину в течение 5 лет. Страны ЕС — одни из самых передовых экономик мира. Государства, которые поддерживают Украину, относятся к самым передовым и самым богатым странам мира. Мы можем себе это позволить. Россия не может. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Ужасный сценарий, если военные действия будут идти десятилетия, и Украина не захочет принимать российские условия. Будет ли ЕС поддерживать Украину десятилетиями? Это чистая спекуляция, я не могу говорить о будущем, потому что не знаю, кто будет здесь через 5 лет. Но на данном этапе я могу вам сказать, что во время мандата этой Еврокомиссии, во время этого избирательного цикла при участии государств-членов ЕС и наших партнеров на международном уровне, мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, потому что мы не думаем, что это займет десятилетия. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы этот конфликт поскорее закончился. Но, к сожалению, это зависит не от нас. Это зависит от одного человека, и имя этого человека — Путин. Он начал эту войну. Он может прекратить ее сегодня, завтра и в любой момент, когда он решит. Представим, что в России объявили полномасштабную мобилизацию. Что вы будете делать? Конечно, мы не сторона конфликта, так что лучше задать этот вопрос российскому населению. Что будут делать россияне, если их мобилизуют и отправят на бессмысленное кровопролитие? Не имеет оправдания и нарушает все международные правила и все обязательства России, которые Россия взяла на себя добровольно. Россия нарушает международные обязательства. Так что, если в России объявят полномасштабную мобилизацию, думаю, население России должно спросить, зачем, за что мы умираем. Ваши молодые ребята и мужчины умирают на Украине, возвращаются в гробах. Это ужасно. Эти трагедии множатся каждый день, пока продолжается этот конфликт. И, конечно, их становится намного больше на Украине, потому что Украина страдает больше всех, потому что боевые действия идут на украинской территории. Но украинцы достаточно храбры, чтобы защитить себя, и они мотивированы, они знают, что борются за выживание. Российские солдаты не знают, за что борются. У российского населения тоже не будет четкого понимания, почему их мобилизуют и отправляют на смерть. Вы говорите, что ЕС не сторона конфликта. Но ведь ЕС помогает Украине. Не означает ли это, что ЕС участник конфликта, пусть даже не на поле боя?
Мы можем начать здесь философскую или академическую дискуссию. Конечно, эта атака не только против Украины. Путин напал не только на Украину. Путин напал на каждого из нас. Верховенство права на международном уровне, весь международный цивилизованный мир, который верит в суверенное право стран самим определять свою политику. В этом смысле Путин напал и на нас тоже. Если говорить еще более прямо, он напал на Евросоюз в тот же день, когда напал на Украину, потому что Украина является частью европейского сообщества. Мы работали с Украиной, чтобы сделать ее более европейской с точки зрения стандартов и демократии. Мы экономически интегрировали Украину. Да, мы под ударом, мы даем отпор, поддерживая Украину, потому что в итоге Украина находится в состоянии войны с Россией, не объявленной войны, но атакует Украину. Страна борется за выживание. Мы помогаем Украине и украинцам защищаться, сохранять свою территориальную целостность, суверенитет, независимость и выживание нации. Таким образом, мы помогаем жертве обороняться. Но мы ведь не ведем эту войну, мы лишь помогаем жертве, чтобы у них было достаточно средств для самообороны. Нет ли у вас беспокойства насчет того, что оружие с Украины попадет на черный рынок? Есть ли такие случаи и беспокоят ли вас такие риски? Есть огромное опасение, что война России против Украины подрывает мир и стабильность в европейском регионе и за его пределами, потому что это самое плохое из того, что происходит. Нас не беспокоит, что на черный рынок может поступить оружие, которое передают Украине. На данный момент у нас есть отчеты, у нас есть механизмы анализа и контроля, чтобы убедиться, что этого не происходит. И тот тип оружия, которое поставляется украинской армии, это оружие, которое необходимо для надлежащей обороны. Так что я не знаю, как можно поставить, например, зенитную систему на черный рынок. Это же то, что нужно украинской армии. У нас есть меры безопасности. Конечно, каждое вооружение, которое мы поставляем на Украину, можно отследить, и мы можем контролировать, как оно используется. Украинцы внедряют или уже внедрили механизмы, предотвращающие неправомерное использование оружия, но, к сожалению, как и в каждом конфликте, нельзя исключать, что один автомат Калашникова или одна ракета «Стингер» не будут проданы или не появятся где-то на черном рынке. Но это не главная проблема для нас на данном этапе. Мы думаем, что у нас достаточно механизмов, чтобы предотвратить такие происшествия. Как вы оцениваете вероятность прямого противостояния России и ЕС, или стран-участников ЕС? И есть ли в настоящее время опасения в ЕС по поводу ядерной эскалации? Надеюсь, что нет. То есть мы надеемся, что Европейский Союз уж точно не сделает ничего, что привело бы к такому противостоянию. При этом, конечно, если на нас нападут или нас будут провоцировать, то нельзя исключать этой конфронтации. Мы будем защищаться. Я должен подчеркнуть, что Европейский Союз не является военной организацией. Мы политическое и экономическое сообщество наций. Так что любой ответ будет прорабатываться в большей степени НАТО. Если говорить о вещах более реалистично, то распространение конфликта наиболее вероятно на страны-участники ЕС, граничащие с Россией и Украиной. Эти государства в то же время являются членами НАТО, и вам, наверное, известно о содержании знаменитой 5-й статьи, о том, что нападение на одного члена НАТО означает нападение на всех, и за таким нападением последует ответ. Но, разумеется, мы не хотим вдаваться в эти сценарии и множить спекуляции. Мы сосредоточены не на эскалации этого конфликта, а на его прекращении. В случае эскалации с применением ядерного оружия, думаю, что это будет конец. Не конец войны, а конец света. Конец нам. Последствия применения ядерного оружия будут ощущаться не только на Украине или в России, а в Европе, во всем мире. И здесь я не хочу думать о том, какой будет реакция Запада и других стран, потому что все это будет иметь крайне разрушительные последствия. Совершенно невообразимо, что это на нас навлечет. Мы хотим надеяться, что в Кремле или в России еще достаточно умных людей, чтобы Путин не воспользовался таким шагом, потому что это означало бы пересечение всех красных линий. Это было бы самым большим преступлением против человечества. Вы говорили об убийстве украинцев, но мы видели видеозаписи, например, на прошлой неделе предполагаемого расстрела российских военнопленных украинскими солдатами. Какова реакция ЕС на это видео?
Наша реакция такова. Если бы Путин не напал на Украину, нам бы не пришлось строить догадки насчет таких видео. Годы российской пропаганды и манипуляции с видео, с фактами, с информацией. Но Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что видео, скорее всего, подлинное. Вероятно, весьма вероятно. Это еще не результаты расследования. Мы слышали от украинцев, что они тоже заинтересованы в расследовании. Они будут расследовать, и мы, конечно, будем задавать вопросы. Когда будет проведено расследование, тогда, конечно, должны быть сделаны выводы. Но не будем забывать, что у нас было много случаев, связанных с издевательствами над военнопленными с российской стороны. Что там происходит в итоге, никто не знает, потому что российские власти отказали в доступе всем независимым проверенным организациям, и экспертам ООН, и Красному Кресту, да кому угодно. Российские власти не желают сотрудничать, когда речь идет о военнопленных. Украинцы открыто приглашают, допускают следователей ООН, ЕС, не препятствуют расследованиям. Россия, напротив. Давайте будем очень честны. Если есть правонарушения с какой-либо стороны, они должны быть расследованы, а виновные должны быть наказаны. К сожалению, до сих пор мы видели готовность лишь украинской стороны проявить открытость для проведения расследования со стороны международного сообщества, но не видели того же с российской стороны. Вы упомянули о последствиях, если будет расследование, и оно подтвердит эти действия. Какие могут быть последствия для украинских солдат, если подозрения подтвердятся? Мы не знаем последствий для российских солдат, потому что мы не видели никакого серьезного расследования или каких-либо его результатов. Поэтому я не знаю, как они будут привлечены к ответственности и ответят за свои преступления. Но в конце концов, солдаты тоже от кого-то получают приказы, и кто-то отдает приказы. Вот почему мы усиленно работаем над тем, чтобы выявить виновных, и они будут выявлены. В какой-то момент этот конфликт будет завершен, и виновные будут привлечены к ответственности. Что касается этого конкретного инцидента, о котором стало известно на прошлой неделе, то опять же я не хочу строить догадки, нужно провести надлежащее расследование. То, что мы видим сейчас, это тотальная открытость и готовность украинской стороны, той самой, которую обвиняют. И это, кстати, тоже маневр российской пропаганды, чтобы отвлечь внимание от того, что они делают. Ну ладно, вот есть обвинение, оно расследуется. У ЕС есть доступ, у международных следователей есть доступ. Давайте дождемся результатов проверки, что произошло, как это произошло. Мы слышим разные истории об этом, что это была уловка российских солдат, которые сделали вид, что сдаются, а затем начали стрелять в украинских солдат. Поэтому мы проводим независимое расследование. Как только ООН возьмет это в свои руки, у нас, возможно, будет результат. И если кто-то будет признан виновным в этом, мы не сомневаемся, что он будет привлечен к ответственности. Либо украинским правосудием, либо соответствующими органами. Но давайте идти постепенно, начиная с расследования, которое докажет, что случай имел место, и заканчивая отправлением правосудия. Считаете ли вы, что украинский конфликт более жестокий, чем другие военные конфликты за последние десятилетия? У нас же не соревнования. Я имею в виду, что каждая война жестока, каждая война совершенно бесчеловечна и совершенно неправильна. Эта война очень специфична, потому что она происходит в 21 веке. Я имею в виду этот 2022 год. После десятилетий и столетий конфликтов мы все думали, что мы извлекли из них уроки, что мы оказались где-то в другом месте, когда речь идет о менталитете и здравом смысле. А вам не кажется, что не совсем справедливо, извините за такие слова, что украинский конфликт затеняет другие конфликты, которые происходят в мире, например, в Тиграе, Эфиопии, во многих других регионах, потому что это не единственные военные действия, которые сейчас идут. Да, это большая разница. Я уже говорил, что каждая война жестока, приносит несчастье, бесчеловечно. Люди страдают, мы все это понимаем. Но эта война происходит по соседству с нами, так что на нас влияет эта война. Она касается не только европейцев, она касается всех в мире, потому что глобальная нехватка продовольствия, рост цен на продукты питания и энергию во всем мире затрагивают всех. Так что можно попытаться сравнить последствия, но вы не найдете в мире другого конфликта, который влияет на мир так, как эта российская агрессия против... Ирак или Афганистан.
Yes, but they didn't lead to such consequences for people in Africa and people in Asia that they don't have enough food. Но они не привели к таким последствиям для людей в Африке, в Азии, что им не стало хватать еды или они не могли позволить себе ее купить. Потому что это война одной большой нации, которая обеспечивает зерном и удобрениями половину мира, против соседа, который обеспечивает другую половину еды и удобрений для всех этих стран. Так что это имеет прямое влияние. И что особенно важно в данном случае, это война, которую ведет постоянный член Совета Безопасности. Тот, кто должен следить, поддерживать мир во всем мире, а он его разрушает. То, что происходит в Тиграе, огромная катастрофа, но в каком-то смысле это внутренний конфликт. Это региональный конфликт, в разрешении которого активно участвует Африканский Союз. Мы их поддерживаем. Опять же, если нас попросят, мы готовы сделать больше. Но нас не настолько просят, насколько просит Украина. Так что это полномасштабная война, когда одна страна нападает на другую страну, и это то, чего у нас не было в Европе уже 70 лет. Okay, so talking about food crisis. Говоря о продовольственном кризисе, президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с позицией Путина, что зерновой коридор, вероятно, идет не в самые бедные страны, а в те, что побогаче. Согласны ли вы с таким утверждением и согласны ли вы с тем, что большая часть зерна идет в европейские страны, которые в конечном итоге не являются самыми бедными? Не мое дело соглашаться с той чепухой, которую говорит тот или иной лидер, но мой ответ — посмотрите на статистику ООН, которая выступила посредником в этой сделке при поддержке Турции. ООН ведет точную статистику, что вывозится из Украины и доставляется на мировой рынок. Значительная часть идет в те страны, которые в этом нуждаются. Значительная часть идет, кстати, в Турцию, но не для потребления в Турции. Следует отметить, что Турция затем реэкспортирует сельхозпродукцию дальше в страны, которые в этом нуждаются. То же самое происходит и с зерном, которое идет в ЕС. Я имею в виду, конечно, что часть зерна идет в ЕС, но ЕС является одним из крупнейших гуманитарных доноров, и потом это зерно отправляется дальше как международная или двусторонняя гуманитарная помощь, либо в ООН, либо в более бедные страны. Так что это очень грубая манипуляция. А что касается информации со стороны Путина, который говорил, что от зерна из Украины выигрывают богатые страны, то это полная ерунда. Все, что вывозится через Украину, идет к покупателям на те рынки, где в этом больше всего нуждаются. И та часть, которая идет в Европу, предназначена, конечно же, для европейского потребления, а также для стабилизации цен. И еще давайте посмотрим не только на статистику ООН, посмотрим на другие цифры. В рамках зерновой сделки с Украиной попадает на мировые рынки около 10 миллионов тонн зерна и сельхозпродукции для стран, которые в этом нуждаются. Европейский Союз помог Украине в организации поставок через альтернативные пути, чтобы преодолеть незаконную российскую блокаду. Мы называем это маршрутами солидарности. Это альтернативные пути экспорта 15 миллионов тонн зерна, включая 10 миллионов тонн от зерновой сделки. Все это дает 15 миллионов тонн в год, которые попадают на рынок через эти вот маршруты солидарности. Так что это полнейшее лицемерие обвинять ЕС в том, что мы забираем зерно себе, тогда как мы делаем все возможное, чтобы это зерно попало на мировой рынок, чтобы снизить цены, а также доставить зерно и сельхозпродукцию в страны, которым они нужнее всего. Но военные действия продолжаются, мы не видим их конца. Россия уже не согласилась на предварительные условия. Почему бы не принять российское предложение и не начать направлять ситуацию в сторону мирных переговоров? Мы просили о мирных переговорах с самого начала кризиса. Если вы помните прошлый год, ведь год назад Россия начала поднимать вопрос о пересмотре европейской безопасности без участия европейцев, потому что Россия попросила НАТО и США начать эти параллельные переговоры. Первым делом Евросоюз заявил, если вы хотите обсуждать механизмы безопасности в Европе, вам нужно пригласить европейцев. Во-вторых, мы всегда готовы обсудить любые ваши опасения. Законные, сюрреалистические, рациональные. Мы рады их обсудить, потому что такова природа ЕС. Мы извлекли урок из прошлых ошибок этого континента, из всех войн, страданий и разрушений. Единственный способ решения конфликта — не война, которая приносит всем только зло, а переговоры. Мы протянули руку. Мы отправили несколько предложений господину Лаврову, господину Путину. Все были проигнорированы, отвергнуты, и было сделано все, чтобы 24 февраля вторгнуться на Украину, к сожалению. Означает ли это тупик для мирных переговоров?
Нет, конечно, нет. Мы всегда за переговоры. Но, к сожалению, для мира нужны два собеседника, а нам одного не хватает. Евросоюз неоднократно призывал к прекращению боевых действий и пытался найти решение за столом переговоров. Но пока, да и не только ЕС, все международное сообщество. Резолюции ООН 143 страны просят Россию прекратить эту войну и отвести войска обратно на российскую территорию. Мне кажется, не получится говорить еще громче и яснее, что существует серьезный международный запрос на мирные переговоры. К сожалению, господин Путин, тот, кто сидит в Кремле и отказывается говорить. Были попытки мирных переговоров при посредничестве Турции. Другие страны предлагали свое участие, но мы не видели ни одного намека на серьезное участие России в каких-либо мирных переговорах. Вы упомянули письма господину Лаврову. Вы отправляли их до начала военных действий или после? Что они содержали? Это было до начала войны. Потом никаких писем? Потом нет, мы пытались, но ведь европейские лидеры приезжают в Москву, звонят господину Путину и говорят ему, что нужно сесть за стол переговоров с украинцами. Мы, как европейцы, сделаем все возможное, чтобы это поддержать. Наш первостепенный интерес — это мир и стабильность в Европе для всех, в том числе и для России. Мы не хотим, чтобы Россия была страной, которая опасается за свою безопасность. Мы были готовы к обсуждению. Письма с предложениями буквально сыпались на Москву в ноябре, декабре, январе, даже в первой половине февраля, перед вторжением. Почему не отправить официальное письмо господину Путину или господину Лаврову сейчас от лица всех государств Евросоюза с предварительными условиями? Мы знаем о предварительных условиях Украины. Почему бы не указать на свои условия в таком обращении? Such letters, such calls, such offers are being sent or conveyed to Kremlin almost on every day. Такие письма, звонки, предложения в Кремль передаются чуть ли не каждый день. Недавно у нас было голосование в ООН по незаконной аннексии восточных частей Украины Россией. Это очень важный дипломатический международный запрос, который был проигнорирован. ООН призвала к прекращению боевых действий. Евросоюз, международные организации, G20, они игнорируются. Прежде всего, не ЕС предопределяет предварительные условия. Не ЕС должен задавать параметры переговоров, а Украина и Россия. Россия — агрессор, Украина — жертва. Поэтому мы поддержим любые значимые усилия по мирным переговорам на украинских условиях, потому что на украинцев нападают, их убивают, их страну разрушают. В первую очередь Украине нужно сесть с Россией за стол переговоров, когда Украина скажет, что это в их интересах. На данном этапе они борются за выживание, пытаясь защитить себя и свою территорию в законной борьбе, что согласно международным правилам и нормам, что совершенно оправдано. Именно поэтому их поддерживает такое огромное количество стран по всему миру. Почему, на ваш взгляд, Минские соглашения не были реализованы? Конечно, были переговоры, но они никогда не воспринимались серьезно одной стороной, потому что эта сторона, как мы сейчас видим, задним числом всегда готовилась к силовому решению. Россия никогда серьезно не относилась к тому, что выполнит свои обязательства. Они тянули, затягивали, мешали этим переговорам, чтобы они провалились. Это была точно такая же картина, как мы видели год назад, с так называемыми соглашениями, предложенными НАТО и США. Они были выдвинуты и сформулированы так, что были обречены на провал. Они были обречены на то, чтобы получить отказ из-за их иррациональности, их нецелесообразности. Разумеется, они были отвергнуты, а затем господин Путин использовал это как повод. Такова модель поведения Кремля. Но это неприемлемо, потому что международное право остается международным правом, его нужно уважать. В Европе нет места военным конфликтам и той агрессии, которую проявляет Россия. Почему вы думаете, что Россия так уж хочет военных действий? А во-вторых, если международное сообщество, если, например, Украина действительно понимали, что Россия не готова к переговорам и готова к военным действиям, Украина тоже готовилась к ним? Мне или кому-либо в Европейском Союзе очень трудно рассуждать о мотивах, побудивших господина Путина пойти по этому пути, напасть на Украину, продолжать это жестокое кровопролитие. Все это несмотря на многие военные неудачи, несмотря на страдания, причиненные европейцам, россиянам, все это
просто выходит за рамки нашего понимания. Я имею в виду, что мы, европейцы в 21 веке, мыслим категориями взаимовыгодных решений, так называемых решений обоюдного выигрыша, а господин Путин не способен мыслить об обоюдном выигрыше. Он думает о конфронтации, он думает об этом с точки зрения игры с нулевой суммой, где если одна сторона что-то выиграет, другая сторона обязательно должна что-то потерять. Но Европа сегодня функционирует по-другому, так что мы просто пытаемся сказать: нет, прекратите эту бессмыслицу, это никому не нужно. И украинцы, конечно, не готовились к войне, они готовились защищаться, потому что видели с 2014 года, к чему готовилась Россия. И они в то время не получили особой поддержки со стороны международного сообщества, потому что все недооценили планы Путина. Это наша ошибка. Мы признали это. Мы сказали, что неправильно отреагировали в 2014 году, потому что думали, что это просто одноразовое событие. Но, к сожалению, это было только начало. Вот почему мы так жестко отреагировали всеми санкциями и всем давлением на Россию. А Украина готовилась защищаться. Интерес Украины заключался в том, чтобы улучшить жизнь своего народа и стать ближе к Европейскому Союзу. И это самая большая угроза, это главная причина, по которой Путин начал свою войну. Он не хотел, чтобы у его порога на Украине функционировал демократический европейский порядок, потому что это представляло реальную опасность для его режима, потому что тогда разумные люди увидели бы, украинцам намного лучше живется, так что почему бы нам не иметь больше демократии, больше европейских стандартов и в России? Это была реальная угроза и реальная причина этой войны. Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины. Это касается и Крыма. Мы, Европейский Союз, 27 государств-членов и 140 стран по всему миру, поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах. Насколько я знаю, Крым в том числе. Крым — это Украина, здесь нет никаких вопросов. Крым никогда не принадлежал России. Крым украинский по международному праву, по резолюции ООН. Мне кажется, только пара стран признает Крым российским регионом, но не все международное сообщество. Украина и Крым — это одна страна. Вы поддержите вступление в Крым украинских войск. Мы поддерживаем Украину во всех ее усилиях по восстановлению своего суверенитета над своей законной территорией, в ее международно признанных границах. Мы живем в мире, где международное право должно быть высшей заповедью для всех, высшим императивом. Большинство стран уважает это, России нет. Но мы говорим, что международное право на стороне Украины, Крым украинский. Это часть территории Украины. Украина имеет полное право, согласно международным законам, восстановить свой контроль и суверенитет, в том числе и над Крымом. Мы опять находимся в тупике. Россия отдавать Крым не собирается. Что тогда делать Украине и Евросоюзу? Россия не хочет уходить из Украины, но мы наблюдаем, как Россию вытесняют из Украины. Последний пример — Херсон. Так что это решение тех, кто сидит в Кремле, кто отдает приказы. Вы либо отправите многих своих людей на бессмысленную войну, которая не имеет никакого оправдания, не имеет поддержки в международном праве, либо вы потерпите колоссальное поражение, и вас вытолкнут из Херсона, из Донецка, из Луганска, а в конечном итоге и из Крыма, если Украина так решит, в какой-то момент они возьмут верх. Вы считаете возможным, что Украина получит Крым на поле битвы? Не в теории. По международному праву Крым — это Украина. Украина имеет полное право восстановить свой контроль над Крымом на основании собственного решения. Я задаю вопрос с точки зрения военных действий. Это возможно на поле боя? Мы сейчас спекулируем. Общая цель международного сообщества, подкрепленная международным правом, чтобы Украина восстановила свой суверенитет над всей своей территорией в своих международно признанных границах. Как это произойдет, конечно, будет зависеть от развития событий на поле боя и от событий на политическом уровне. Мы бы предпочли политическое урегулирование и политическое решение, но условия такого решения должны определять украинцы.
Как вы думаете, крымчане хотят быть снова украинцами? Ведь российские власти говорят, что это были сами жители Крыма, которые захотели стать частью России. Well, Russian official authorities have said many things on behalf of people in many parts of Russia, Ukraine. Российские официальные власти говорили многое от имени людей во многих уголках России, Украины и других стран, но очень часто они оказывались не совсем верны. Но дело даже не в этом. Мы можем спросить людей в любой точке мира, хотят ли они жить в стране, в которой живут. Но вы не можете перевернуть весь международный порядок. Нельзя делать это силой. Я не могу говорить за людей в Крыму, но я могу сказать, что Европейский Союз больше всего ценит и уважает международное право. Международное право что-то говорит о суверенитете и территориальной целостности стран, а также о невозможности для других изменить его силой. Потому что мы живем в 21 веке, мы достаточно цивилизованы, особенно в Европе, чтобы уметь решать конфликты, споры, проблемы, обиды стран за столом переговоров. Вот в этом дело. Вы не можете обсуждать эти вопросы в ситуации военного противостояния. Обсуждать эти вопросы можно тогда, когда есть мир, стабильность, благополучие. И тогда можно спросить у людей, какой порядок они хотят установить в своей стране. Все работает не так, как пытается сделать Путин, потому что это приводит к нестабильности, подрывает мир в Европе и имеет пагубные последствия для всего мира. Вы видите, что происходит в Африке и Азии с ценами на продукты питания и энергию. Эта война затрагивает самых уязвимых людей не только на Украине, но и во всем мире. Вот самое худшее в этом конфликте. Вы же поддержали Косово. Почему бы не поддержать Крым? Это неверно, потому что мы не поддержали Косово. Давайте будем осторожны. Это часть дезинформационного нарратива, распространяемого Кремлем о Косове и Крыме. Косово было проблемой. Кстати, Косово не признано ЕС. 5 стран-членов Евросоюза не признают Косово. Косово было предметом длительного международного процесса под руководством ООН. Были попытки найти решение. Очень опасно проводить эти параллели, потому что тогда мы окажемся в ситуации, которая, как я уже сказал, ведет только к нестабильности. И, кстати, Косово — это вопрос, который до сих пор решается. И с помощью Европейского Союза мы пытаемся облегчить диалог между Сербией и Косово, чтобы попытаться найти решение. Вот видите, никакой борьбы нет. Идет длительный политический процесс, в котором участвуют все, чтобы найти решение и предотвратить кровопролитие. Предположим, в Крыму и на других территориях пройдут референдумы, организованные, скажем, ООН или ЕС, которые Евросоюз сочтет честными. Вы бы их поддержали? Во-первых, это Украина должна сказать, как хочет поступить со своим населением и что будет делать внутри страны. Крым и восток Украины — это Украина. Итак, Украина решает, как с этим поступить в рамках украинской конституции и международного права. Если украинские власти, законно избранные демократическим путем власти, решат, что они хотят организовать референдумы, они свободны сделать это. Любая страна может сделать это, соблюдая конституционные рамки, но это не может быть навязано извне другой страны. Есть международное право, есть нормы, есть цивилизованные способы решения проблем. Как сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, где бы они ни жили? Вы упомянули санкции. Вот вы сказали, что весь мир поддержал Украину. Но мы видим, что не весь мир поддержал санкции против России. А некоторые страны не поддерживают их до сих пор. И говорят, что никаких санкций против России вводить не будут. Это решение каждой страны, и мы не принуждаем страны к этому. Каждый делает то, что считает лучшим, исходя из своих возможностей, а из того, сколько может себе позволить. Так что некоторые страны поддерживают Украину гуманитарной помощью, некоторые — военной, финансовой помощью. Другие государства демонстрируют политическую поддержку. Любая поддержка приветствуется. Мы, как европейцы, можем себе позволить введение санкций, потому что мы были одним из крупнейших торговых партнеров России. Поэтому мы хотим навредить российским властям, заставить их почувствовать ущерб. Мы хотим ограничить объем средств, которые режим имеет в своем распоряжении для финансирования этого незаконного кровопролития на Украине.
И самые передовые экономики, самые богатые экономики мира присоединяются к нашим санкциям. США, Великобритания, Канада, Южная Корея, Япония, Сингапур и так далее. Это более 40 стран, одни из самых богатых стран мира. Конечно, мы тоже чувствуем влияние санкций, не так сильно, как Россия, но нужно быть экономически во всеоружии, чтобы иметь возможность справиться с воздействием санкций на себя. Так что мы понимаем страны, которые не вводили санкции. В любом случае, санкции — это лишь одно из средств. Это всего лишь один способ отреагировать, но есть и другие. И мы считаем очень важным, что уже 143 страны однозначно высказались против российской агрессии, за прекращение войны и за то, чтобы на Украине воцарился мир. Было несколько десятков стран, 20 или 30, которые воздержались, но они не голосовали за Россию. Значит, они не согласны с Россией. И немного стран, 5, которые поддерживают Россию. И все мы знаем, что это за страны. Северная Корея, которая фактически морит голодом свой народ. Сирийский режим, который жесточайшим образом убивает тысячи своих граждан. Никарагуа, которая является диктатурой в Латинской Америке. И Беларусь, где есть парень, который украл выборы у своего народа и решил абсолютно нелегитимно остаться у власти. Вот такие люди поддерживают господина Путина. 5 стран. Вам даже не нужны 2 руки, чтобы их сосчитать. Но, например, у нас есть 2 великие страны, такие как Китай и Индия. Они поддерживают Украину? Ну, я имею в виду, исходя из того, что они говорят, они поддерживают Украину и против конфликта. Но разве они открыто поддерживают Украину? Потому что обычно говорят, что они нейтральные, не хотят занимать чью-то сторону. Но нет же, Китай сказал очень ясно. Я полагаю, это было очень ясно. Также во время последней встречи между президентами Китая и России Си Цзиньпинь сказал, что этот конфликт не приведет ни к чему хорошему, и он сказал, что этот конфликт нужно остановить. Индия сказала то же самое. Они не голосовали вместе с Россией. Посмотрите на голосование в ООН, они воздержались. И это значит, что они не поддерживают, потому что они видят, что этот конфликт затрагивает их народы, особенно в Индии. Им нужно кормить свое население, а этот конфликт увеличивает цены на продовольствие и энергоресурсы. И эти страны с огромным населением живут в относительной бедности или в полной бедности, платят за это самую большую цену, и они страдают, поэтому они знают, что этот конфликт также противоречит их интересам. И они изо всех сил подталкивают господина Путина, чтобы он прекратил этот конфликт, потому что он очень негативно влияет и на них. Возможно ли распространение практики с потолком цен на другие группы товаров? Снова повторюсь, я не считаю должным спекулировать на эту тему. Это самые насущные вопросы, сфера энергетики в целом самый насущный вопрос. Нельзя исключать, что государства-участники ЕС могут выдвигать или уже выдвигают другие инициативы. Но то, что обсуждается в настоящее время, это потолок цен на энергоносители, который, конечно, является для нас самым важным приоритетом, когда речь идет о вопросах, касающихся нашей внутренней ситуации. В Евросоюзе были заморожены финансовые активы России. Будут ли они конфискованы, например, как упоминается, для восстановления Украины? Это часть дискуссий, которые ведутся, например, о том, как помочь Украине с восстановлением, как заставить Россию выплатить репарации. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о таких мерах заручилась голосами большинства стран. Но это очень сложно, это очень трудоемкий юридический вопрос. У нас пока нет решения по этому вопросу, он обсуждается в Евросоюзе, мы также обсуждаем его с партнерами по всему миру. Есть несколько вариантов, как могут быть использованы замороженные российские активы в качестве репараций и для восстановления Украины. Но это обсуждение продолжается. Никаких итоговых решений принято не было. Это займет какое-то время. Какова позиция Евросоюза в отношении россиян, которые приезжают в Европу или хотели бы приехать в Европу, чтобы избежать призыва в армию или мобилизации? Некоторые страны уже сказали, что россияне должны оставаться на родине, а другие, например, Германия, заявили о готовности их принять.
Одно из преимуществ ЕС — наличие у нас разнообразия взглядов и мнений. Тем не менее, позиция самого ЕС здесь предельно четкая. Народ России сам должен выбирать, хотят ли они оставаться в России, хотят ли протестовать. Но есть все-таки некоторые ограничения на выдачу виз. Есть проблема с пересечением границ. Есть ли в Европе консенсус относительно виз для тех россиян, которые пытаются избежать призыва в России и хотели бы приехать в Европу? Да, у нас есть европейская позиция по выдаче виз россиянам в целом, но давайте будем предельно ясны. Никакого запрета на выдачу виз на общеевропейском уровне нет. Некоторые государства-участники ЕС решили приостановить выдачу виз гражданам России из соображений безопасности. Это их право. Евросоюз принял решение приостановить упрощенные правила визового режима, то есть преференции для россиян, которые позволяли им получать визы легче, чем гражданам других третьих стран просить получать европейские визы для въезда в Шенгенскую зону, которая, по сути, является общеевропейской зоной. Мы приостановили действие этих преференций, то есть процедуры вернулись в состояние, при котором мы относимся к россиянам как к любой другой третьей стране, которая имеет с нами визовый режим. В случае с Россией, к сожалению, заявители на получение виз должны проходить усиленную проверку безопасности, потому что мы находимся в состоянии войны. Давайте посмотрим правде в глаза. Россия ведет войну против Украины и против нас, поэтому мы не знаем, кто и с какой целью намерен приехать в ЕС. Мы не раз становились свидетелями ситуации, когда работающие в представительствах россияне пользуются дипломатической неприкосновенностью как прикрытием. Они предпринимали очень деструктивные действия. Я считаю, что каждая страна предпринимает такие действия, проверяют заявителя на визу. Надо проверять, кого вы пускаете на свою территорию. Российские граждане приезжают к нам из страны, к которой у нас нет доверия, из страны, которая рассматривается как международный агрессор и как угроза безопасности. Поэтому, конечно, мы хотим знать, кого мы пускаем на нашу территорию. Связан ли конкретный гражданин России с режимом, поддерживал ли он режим, участвовал ли он или она в жестоких действиях, совершенных на Украине. Нужно убедиться, не является ли этот человек провокатором или агентом спецслужб, а действительно нуждается или в убежище, или в гуманитарной помощи, или имеет другие веские причины ехать в Евросоюз. В конце концов, это право отдельной страны решать, кого им пускать на свою территорию. Но, опять же, полного запрета нет. И граждане России по-прежнему могут обращаться за визами и получать визы, но они должны быть готовы к более жесткому отбору и проверке их данных, их биографии. Как лично вы относитесь к тем, кто избегает призыва? Уклонист — это тот, кто не хочет, чтобы его призывали в армию или в рамках мобилизации. Однако это право каждой страны, которое закреплено в ее законодательстве. Не мне вмешиваться в то, как этот закон реализуется в отдельных странах. Это дело российского народа. В Европейском Союзе существует система рассмотрения заявок на убежище, которая открыта для всех, кто столкнулся с любым видом преследования в своих странах. Я имею в виду, что если кто-то решит, что хочет избежать мобилизации, попросив убежище, он может попытаться это сделать. При этом процедуры предоставления убежища имеют очень четко определенные критерии, определяющие, что дает им право на получение статуса беженца, на прошение о предоставлении убежища. На личном уровне, я думаю, все понимают граждан страны, которые заставляют тебя идти на войну, а вы по каким-то причинам не хотите идти на смерть. Это могут быть моральные причины, политические причины или причины личного комфорта, точно сказать нельзя. Тем не менее, русское население имеет возможность высказать свое мнение об этой войне. И если есть люди, которые не хотят быть призванными или мобилизованными, в первую очередь они должны решать этот вопрос собственной властью и убедить власть, что то, что они делают, это неправильно. Если это невозможно и люди сталкиваются с политическим преследованием, они могут попытаться подать заявление на получение убежища по причине политического преследования. У нас нет единого общеевропейского подхода к вопросу убежища, сложно дать определение, кто является уклонистом. Если в посольство или на пограничный переход придет человек и скажет, что я уклоняюсь от призыва в армию, хочу въехать в ЕС, знаете, это очень сильно зависит от отдельных случаев. Как он объяснил это решение, зачем ему нужна виза, чем он оправдывает свое желание приехать в Евросоюз. Но опять же, всех, кто нуждается в защите, мы постараемся защитить. Если будет шанс на прямые переговоры между Россией и ЕС, вы примете в них участие? Вы готовы к переговорам? К прямым переговорам с господином Лавровым или Путиным?
Но я не уверен, будут ли они заинтересованы в прямых переговорах с Европой, потому что до сих пор... Давайте представим. Это чистая спекуляция. Нужно будет спросить у Москвы. И если они будут готовы к чему-то подобному, мы всегда будем готовы. Мы уже демонстрировали свою готовность к диалогу до войны. Мы готовы к нему во время войны. Мы будем готовы после войны. В первую очередь за столом переговоров должны сидеть украинцы. Так что в первую очередь именно украинцев надо будет пригласить на мирные переговоры. И они должны на них согласиться. Но мы будем поддерживать украинцев, и если нас попросят обе стороны, мы будем счастливы помочь. Так же, как мы содействуем переговорам между Косово и Сербией, как мы координируем и содействуем совместному всеобъемлющему плану действий иранской ядерной сделки, потому что такова природа Европы. Мы хотим использовать все, что у нас есть для разрешения конфликтов, и убедиться, что все мы можем работать вместе на общее благо наших народов. Потому что, в конце концов, речь всегда идет о людях, которые страдают, они расплачиваются за эти войны. И мы хотим, чтобы наш народ жил в мире и стабильности. И мы хотим, чтобы украинский народ был частью нашего общего европейского народа. Мы хотим, чтобы нашим народом стали россияне. Мы хотим контактировать и вести бизнес с россиянами, но не с этим режимом, который нарушает международное право и вызывает такую огромную катастрофу на европейской земле, самую большую катастрофу со времен Второй мировой войны. Поддержит ли Евросоюз смену власти в России? Это очень хороший вопрос для россиян. Я имею в виду, что мы не занимаемся сменой режимов, мы не устанавливаем режимы, мы не свергаем режимы, мы работаем на благо людей. Если россияне решат, что они хотят, чтобы их представлял кто-то, кто не разрушает их жизнь, их будущее и авторитет их страны, мы скажем: сделайте свой выбор, и этот выбор мы будем уважать. До тех пор нам придется иметь дело с тем, кто находится у власти. Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Каково влияние этого решения? И вы, наверное, слышали, и могли бы вы подтвердить эту информацию, что группа Вагнер заявила, что отправила в парламент ЕС кувалду, покрытую искусственной кровью. Что вы думаете об этой акции? Я слышал об этой истории, но опять же скажу, что мы не Европарламент, поэтому мне трудно комментировать, действительно ли что-то было отправлено в Европейский парламент. И, конечно, не мне, как представителю Еврокомиссии и службы ее внешних связей, комментировать резолюции, принятые Европарламентом, но я могу сказать одну вещь, которая на самом деле не нуждается в обозначении. Не требуется классифицировать Россию как террористическое государство, потому что она сама в некотором роде подвела себя под такое определение. Сигнал резолюции Европарламента имеет политическую важность для всего мира. Европейский парламент, как орган, представляющий избирателей в странах-участниках ЕС, поддержал эту резолюцию, призывающую сами государства-участники со своей стороны признать Россию государством-спонсором терроризма. Это очень мощный сигнал о голосовании избранных представителей европейцев. В то же время стоит добавить, что на уровне ЕС, в законодательстве ЕС, у нас нет юридической основы, чтобы признать то или иное государство спонсором терроризма. Но государства-участники ЕС могут создать такие основания, если у них сформируется консенсус вокруг того, что такая структура нужна. Повлияет ли резолюция на вашу работу, на работу Еврокомиссии? Нет, эта резолюция не имеет юридической силы, то есть она не предписывает нам вносить какие-либо коррективы в политику в отношении России. Мы уже делаем многое на этом направлении. Есть лица, которые попадали в санкционный список ЕС за применение оружия, а также из-за их причастности к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы также ввели экономические санкции. Так что мы много делаем для того, чтобы элиты и режим в России понимали, что мы думаем об этой войне и пытаемся заставить их изменить свое поведение. Собираются ли в Евросоюзе вносить коррективы в стратегию так называемых 5 принципов в отношении России? Официально мы называем это 5 руководящими принципами, но на самом деле они больше не актуальны, потому что ситуация радикальным образом изменилась. Россия изменила свое поведение, перестала быть партнером, который, тем не менее, склонен к противоборству и конфронтации, до агрессора, который ведет войну и подрывает систему, основанную на международном порядке и правилах. Все это очень опасно. Вот почему среди государств-членов уже идут дискуссии о том, как следует переформулировать нашу долгосрочную стратегию с Россией.
России. Но на данном этапе нам нужно разобраться с краткосрочной, актуальной, неотложной проблемой, то есть остановить войну в Украине. Это высший приоритет, и уже потом мы увидим, какой будет Россия после этого конфликта, кто будет у власти, как они будут вести себя по отношению к Европейскому Союзу, к международному праву. И исходя из этого мы сможем строить свою политику в отношении России на данном этапе. 5 руководящих принципов перестали быть ориентиром для нашей политики. Теперь наша политика заключается в том, чтобы поддерживать российское гражданское общество, независимые части общества, заслуживающий поддержки российский народ, изолировать Россию на международном уровне и оказывать поддержку Украине. Большое спасибо за ваше время и за эту беседу.